На самом деле Homo sapiens, вот, это, ну, как сейчас уже говорят историки, исследователи, мы были не самыми сильными, мы были не самыми умными, не надо себе льстить. Это, кстати, причина, почему мы как вид выжили и развиваемся. Развитие – это увеличение информации. Для того, чтобы управлять таким количеством людей и таким количеством информации, нужно... Что такое абстрактное мышление, как и зачем его развивать? Ну, абстрактное мышление, смотрите, это то, что возникло в тот момент, когда у человечества было уже очень много информации, нужно было ее сжимать. То есть изначально мы познавали мир буквально. Да, вот есть вот такая буквально территория, вот такой буквально лес. Да, вот есть, ну, в целом, да, когда мы говорим об абстрактном мышлении, нам надо разделять мир буквальный, то есть то, что можно потрогать, пощупать через органы чувств, и мир абстрактный, то есть мир внутренний, как угодно назвать. Туда идет все то, что мы не видим, но то, что влияет. Например, чувство голода. Мы не можем его увидеть, пощупать, потрогать. Влияет? Влияет. Туда же идут идеи. Идеи – это жители абстрактного мира, да, вот этого внутреннего. Идеи мы видим? Нет. Слышим? Ну, то есть это неосязаемое что-то, но влияет очень сильно. Да? Идеи – это самая живучая вещь на свете. И вот абстрактный мир – это мир идей. Абстрактное мышление – это мышление по сути, да, которое не переходит в буквальные какие-то вот в буквальные примеры, да, а доносит идею, доносит суть. Например, ну, чтобы было как-то понятней, одна из ключевых идей нашей компании Европейской школы психологии – это идея о том, что мы выступаем за преобразование, а не адаптацию. То есть это абстрактная идея. Вот она доносит суть. Преобразование, а не адаптация. Или от адаптации к преобразованию. Как эта абстрактная идея дальше реализуется в буквальное нечто, то есть в наши продукты, в то, как выстраивается команда, в то, как организуется маркетинг, продажи и прочее. Да? Например, как мы это в продуктах реализуем? Мы говорим о том, что каждый наш студент в любой программе, он не адаптируется к существующим моделям работы, а он их преобразует. То есть он так выстроена методология, что буквально с первых занятий наши студенты ищут, обнаруживают, достают свой метод работы. Да? И это происходит через преобразование уже готовых моделей. Вот идея реализуется в методологии. Абстрактная идея переходит уже вот в буквальные какие-то вещи методологические. Та же идея реализуется, например, в продажах. Да? Есть продажи через адаптацию, то есть мы говорим, что интересно рынку, что у людей болит, что люди хотят и прочее, и под это делаем продукты. Но эта идея заставляет нас по-другому посмотреть на продажи, и мы говорим о том, а как мы можем поменять рынок, да? Потому что есть известное выражение Генри Форда, что если бы я спросил у людей, что они хотят, они бы сказали просто более быструю лошадь. Да. Он преобразовал. Да? И вот эта идея, да, она тоже направляет наше внимание в продажах на то, чтобы мы привносили на рынок то, что для нас интересно, то, что для нас ценно, то, что для нас важно. И мы получаем отклик на это людей, которым это тоже резонирует. И это есть продажи через преобразование рынка, а не через адаптацию. Вот пример того, как абстрактная идея начинает реализовываться в каких-то буквальных, реальных процессах. Зачем развивать абстрактное мышление? Ну, первое – это сжатие информации. То есть абстрактное мышление – это возможность переработать сильно большие массивы информации. Почему это важно? Потому что когда идет развитие, неважно, человека, организации, любой системы, развитие – это увеличение информации. Ну,
в бизнесе это очень хорошо заметно, потому что если у вас один маленький магазинчик, там кофейня маленькая, это один объем информации. У вас там 2 сотрудника, 3 чашки, 1 кофемашина, 1 поставщик. То есть это вот какой-то объем информации. Если у вас мировая сеть кофеен, какой-нибудь Starbucks, где сотни тысяч сотрудников и прочее, это другой объем информации. Соответственно, и для того, чтобы управлять таким количеством людей и таким количеством информации, нужны абстрактные идеи. То есть идея для компании, вот как я на примере нашем показывала, это то, что связывает. Чем больше сотрудников, чем больше подразделений, чем больше точек продаж, вы не можете буквально все контролировать. И тогда появляется идея, абстрактное нечто, что начинает собирать. Это, кстати, причина, почему мы как вид выжили и развиваемся. На самом деле Homo sapiens, вот, это, как сейчас уже говорят историки, исследователи, мы были не самыми сильными, мы были не самыми умными, не надо себе льстить, а мы выжили за счет того, что каким-то образом у нас возникло вот это абстрактное мышление. В социальной психологии есть, психология, которая изучает поведение групп, есть такие правила, которые подкреплены исследованиями, что группа до 150 человек, она может управляться вручную. То есть я знаю Петю, Петя знает Васю, я сказала Пете, Петя передал Васю. То есть информация может распространяться вручную. Группа свыше 150 человек организуется только через миф, только через общую идею, через общее верование, то есть вот это через абстрактное. И мы каким-то образом, Homo sapiens, сумели это сделать. И это объединяло нас в группы больше 150 человек, и, соответственно, мы победили всех остальных. То же самое происходит сейчас в бизнесе. Если у вас бизнес там 10 человек, 15, вы вручную делаете. Если говорить о развитии 100-150 больше людей, все, необходима идея, необходимо абстрактное, то, которое организует вот этот буквальный уровень. Так это работает. Поэтому развивать абстрактное мышление важно для сжатия информации, а сжатие информации необходимо, когда система развивается. Есть упражнения, которые развивают абстрактное мышление? Какие-то простые, которые можно выполнять самостоятельно? Простых нет, потому что мы говорим об изменении мышления. Это всегда непросто. Если бы это было просто, то мы бы с вами росли, знаете, вот так, квантовыми скачками. Для того, чтобы изменить мышление, это перестройка нейронных сетей, это серьезный такой глобальный процесс. Вот как рождение ребенка. Да? Это непросто, 9 месяцев нужно усилия и прочее. То же самое с мышлением. Что способствует? Это развитие символического мышления. Абстрактное, символическое – это близко стоящие вещи. Что развивает символическое мышление? Искусство. Любой вид искусства. Вы можете быть как зритель, как ценитель, вы можете быть как творец искусства, как артист, как художник. То есть с любой стороны соприкосновение с миром искусства – это соприкосновение с символическим миром. Соответственно, это то, что приближает нас к абстрактному мышлению. Это психоаналитическое мышление, оно тоже символическое. Поэтому я говорю, что психолог — это больше про искусство, чем про науку, потому что и там мы, по сути, переводим с языка символического, как психика работает, она символами оперирует, на язык буквальный. Вот 2 направления.